Приветствую всех, чья нога ступила на землю Gladius Prime. Сегодня речь пойдет о Warhammer 40 000 Gladius Relics of War. Недавно удалось поиграть в эту стратегию благодаря бесплатной неделе в Steam, проходившей в рамках фестиваля, посвященного играм по вселенной Warhammer. Игра была разработана Proxy Studios и издана Slytherin 12 июля 2018 года. По первому взгляду игра напоминает Sid Meier's Civilization. Люблю цивилизацию и симпатизирую вселенной Warhammer, поэтому игра давно заинтересовала. Но поиграть так и не удавалось, теперь же это исправил. Далее поделюсь первыми впечатлениями, и речь пойдет лишь о оригинальной версии Warhammer 40 000 Gladius Relics of War, без выпущенных в дальнейшем DLC. Игра является пошаговой 4X стратегией, я бы даже сказал немного упрощенной, так как нет дипломатии, а экономики развития города весьма незатейливой. Сделаю небольшое отступление и вспомним, про что 4X стратегии. В таких играх игровой процесс строится согласно так называемой 4X модели: Explore, Expand, Exploit, Exterminate, то есть изучай, расширяй, эксплуатируй и уничтожай. Еще такие игры иногда просто называют глобальными стратегиями. Собственно, как это реализовано в Warhammer 40 000 Gladius. Исследовать будем просторы планеты Gladius Prime. Есть 4 играбных фракции: Astra Militarum, Космический десант, Орки и Некроны. Каждая из них отличается своими особенностями, за счет чего стиль игры будет разным. При начале новой игровой сессии мир произвольно генерируется. Перед началом игры есть возможность установить параметры генерации. В процессе изучения мира будут попадаться как территории с ресурсами, которые важно контролировать, так и территории, способные навредить. Будут встречи с представителями фауны и местными аборигенами. Также при исследовании будут попадаться загадочные планетные артефакты, которые дадут преимущество перед противниками. В общем, мир Gladius Prime обещает быть интересным, опасным и богатым на находки. Расширение нашей империи. Фактически, ключевая механика для любой глобальной стратегии. Развиваем города, строим новые города, здания, укрепления. Это позволит продолжить добычу ресурсов, исследование новых технологий и развитие армии. И благодаря этому можно будет дальше покорять мир. Строительство городов у фракций реализовано по-разному. Например, орки закладывают новые города с помощью специального юнита – мехбоя. У космического десанта есть только один город, но раз в 10 ходов можно строить укрепленный форпост, который поможет удержать ячейку с ресурсами. Некроны же могут строить только на ячейках с гробницами. Эксплуатируем захваченные территории, особенно те, что богаты ресурсами. Для захвата ячейки с ресурсами достаточно зайти на нее любым юнитом. А чтобы удержать ее, необходимо, чтобы рядом было здание, тогда противник не сможет ее легко забрать. Ресурсы используем для развития городов, исследований и производства юнитов, а также для разных тактических операций на карте, например, увеличение точности атаки, разведки и так далее. Ресурсы, необходимые для производства юнитов, различаются для каждой из фракций. Война. Противостояние фракций за контроль над Gladius Prime. Этим будем заниматься большую часть времени в игре. Создание мощной империи с эффективной экономикой позволит создать сильную армию, а с ее помощью добиться превосходства над противником. Прийти к победе можно лишь двумя способами: уничтожением всех соперников или выполнением линий сюжетных квестов. Каждый юнит набирает опыт и растет в уровне, становясь более эффективным. Есть герои, очень важный юнит, обладает особыми умениями, может быть экипирован различными предметами. Прокачанный герой может сыграть важную роль в военном деле. Как видно, акцент больше смещен в сторону боевых действий. Этим игра отличается от других 4X стратегий, и это хорошо соответствует духу вселенной Warhammer. Могу предположить, что игра может понравиться тем, кто больше предпочитает военные действия, нежели управление большим количеством городов с налаживанием сложной экономики и дипломатической вознёй. Мне такой подход весьма понравился. Игровой процесс достаточно бодрый, сессии не отнимают много времени. Музыка достаточно традиционная для игры по Warhammer 40 000, эпичная и суровая, в основном оркестровая с перкуссиями. Было бы неплохо добавить и более спокойные и мрачные эмбитовые композиции, саундтрек стал бы разнообразнее. Звуки стрельбы и взрывов хорошие, производят достойное впечатление, а вот чего не хватает, так это озвучки. Есть только текстовые реплики. С озвучкой юниты воспринимались бы более по-живому.
Графика простая, но приятная. В меру мрачная реалистичная картинка. Хорошая анимация, детализация юнитов. Простой минималистичный интерфейс. Есть погодные эффекты в виде дождя и снега, но их наличие зависит от территории. Пожалуй, пока это все, что могу сказать про игру. Осталось поиграть теперь версию со всеми DLC, чтобы составить более полное представление. Удачи всем на полях сражений под мрачными тенями, отбрасываемыми от многочисленных облак на бескрайние дикие ландшафты. Лишь под ними полководцы будут находить редкие минуты спокойствия и безмятежности в суровых буднях или свой финал в бесконечных войнах на Гладиус Прайм.